Наконец-то пришла посылка с последним сетом по МТГ из серии Beyond Universe, конкретно по Final Fantasy. Видеоматериала получилось на 1,5 часа, так что, чтобы не душить вас, я разделю этот ролик на несколько частей. Буду проматывать моменты с коммунками и неинтересными анкоммунками, останавливаясь только на каких-то красивых, интересных и дорогих картах. Дисплей пришлось покупать у Перекупа, что немного рискованно, потому что спокойно есть такой риск, как перепайка заводской упаковки. То есть продавец мог распаковать, достать все самое ценное из дисплея, из бустеров и просто, так сказать, отутюжить их, вернув в прежнее состояние и выставив на продажу. Таким образом выглядит этот дисплей. Внутри есть 30 бустеров. Из таких плей-бустеров может выпасть порядка 570 карт, может даже больше. 309 из которых это уникальные карты из основного сета. Где-то 200 или больше это вариации различные этих карт. Насколько я помню, не включая фойловые версии. И 64 это бонусные карты из Through the Ages. Также примерно в каждом третьем бустере есть карта с артом. С шансом около 5% может попасться карта с подписью художника. Внутри помимо бустеров лежит такая памятка с изображением Ноктиса из финалки 15. Здесь, отсканировав QR, видимо, можно увидеть самые интересные карты. На задней стороне есть рекомендации по сбору колод. Если говорить о финалке как о игровой серии, я играл только в 16-ю часть, она мне очень понравилась. Так что моей главной целью на этот дисплей является выбить как можно больше карт, относящихся к 16-й части. Дисплей обошелся мне в $230, и в конце каждого видео по распаковке этого дисплея я буду приводить суммы, которые мне выпали конкретно в этой части. Посмотрим, окупится ли этот дисплей хоть немного. Неплохое начало. Из первого же бустера выпадает кевка, которая сейчас стоит примерно $3,5. За 4 маны мы получаем 4-5. И способностью, когда кевка выходит на поле боя или атакует, каждый игрок выкидывает карту. Затем вы берете карту за каждый тип карты, отброшенной таким образом. А также имеет обилку за 8 маны. Каждый оппонент приносит жертву перманент на свой выбор, и кевка трансформируется в существо 5-7. В своей второй форме кевка получает полет, а также пассивку, которая позволяет вам брать столько карт, сколько ваш оппонент потерял здоровья в вашем ходу. То есть на практике, если вы тем же кевкой пойдете в лицо и вас не смогут заблочить, вы нанесете 5 урона и возьмете 5 карт. Звучит очень прикольно. Интересная анкомонка в бордлесс вариации, призыв аниме. Стоит она на данный момент примерно 39 центов. Не особо много, но зато карта сама по себе красивая. Эта карта является зачарованным существом сагой. Работает это таким образом, что вы выставляете карту на поле боя, и каждый ход увеличивается счетчик саги. Первые 3 хода работает пассивка Pain. Вы берете одну карту и теряете одну жизнь. На 4-й ход срабатывает пассивка Oblivion. Каждый оппонент приносит в жертву существо на свой выбор и теряет 3 жизни. После этого существо изгоняется. Еще одна рарка, только обычная. В этот раз выпал Айрис Гейнсборо, если я правильно прочитал, которая на данный момент стоит почти $7. За 3 маны мы получаем существо 2-2 с лайфлинком. Причем с помощью ее же обилки, каждый раз, когда мы будем отхиливаться, Арис будет получать жетон +1/+1. А если даже ее уничтожат, то можно будет положить все токены +1/+1, которые были на ней, на других ваших легендарных существ. Выпала даже подписанная карточка с артом, которая сейчас стоит $3.
такая вот интересная рарка Гримуар Саммонера с новой механикой Job Select. Позволяет экипировать существо, дав ему тип шаман, а также дает ему пассивку. Когда это существо атакует, вы можете положить существо из вашей руки на поле боя. Если эта карта является энчантом, она выходит на поле боя тапнутая и атакует. Стоимость экипировки 3 маны. На данный момент на маркете эта карта стоит примерно 30 центов. Гильгамеш, мастер оружия. Легендарное рарное существо. Когда Гильгамеш выходит на поле боя или атакует, посмотрите верхние 6 карт своей библиотеки. Вы можете положить любое количество эквипмента на поле боя. Остальные карты нужно положить в рандомном порядке вниз библиотеки. Когда вы выкладываете на поле боя эквипменты таким путем, вы можете приложить одну из них к любому самураю, который есть у вас на поле боя. Это безрамочная вариация карты, и на маркете сейчас она стоит примерно $2,5. Сразу за Гильгамешем еще одна рарка Ферион Swordmaster. За 2 маны мы получаем существо 2-2 со способностью, когда вы кастуете ауру, эквипмент или транспорт, вы берете карту. Очень красивый Extended Art, похож на мангу, и на данный момент эта карта стоит $5. На первый взгляд Железный Гигант вроде бы ничем не примечательная коммонка. За 7 маны мы получаем 6-6 существо, артефакт, с такими пассивками, как бдительность, захват и пробитие. Изначально эта карта стоила на маркете примерно 10 центов, но сейчас она стоит около 80. Это обосновано тем, что в Паупере, режиме, где можно играть только колодой из коммонок, эта карта приобрела свою популярность, так как является очень мощным финишером за 6 маны 6-6 с такими сильными обилками. Призыв Фенрира. За 3 маны мы получаем 3-2 зачарованное существо сагу. В первой главе эта карта дает нам возможность поискать в своей библиотеке базовую землю и положить ее на поле боя тапнутой. Во второй главе, если вы кастуете существо, оно выходит на поле боя с дополнительным жетоном +1/+1. В последней главе, если существо под вашим контролем является самым сильным в игре или делит первенство, вы берете карту. Эта безрамочная вариация стоит $1,5 на маркете. Балтье и Фран. Рарка, которая ничего не стоит. За 3 маны мы получаем существо 4-3 с захватом, а также пассивку, которая дает +1/+1, бдительность и захват всем вашим транспортным средствам. У карты есть еще и интересная обилка. Если транспортное средство под вашим контролем, которое водят батлеры Фран, атакуют в первый раз, вы можете заплатить 3 маны и получить дополнительную фазу атаки. Choco Seeker of Paradise. Легендарное существо, рарная карта. За 4 маны мы получаем 3-5 существо с пассивкой. Вы можете посмотреть столько карт сверху вашей библиотеки, сколько ваших птиц атакует. Вы можете положить одну из них вам в руку, а затем выложить все попавшиеся земли на поле боя тапнутыми. Оснащен механикой Landfall. То есть каждый раз, когда вы выставляете земли на поле боя, ваш Чоко получает +1 к силе до конца хода. Сейчас эта карта стоит всего 30 центов, а файловая версия 60. Darkness of Eternity стоит 1 ману. Это инстант, который дает 3 маны. По сути, карта дает всего 2 маны. Красивый Extended Art, и стоит эта карта аж $7,5. Торговец оружием. Это коммуновская карта за 4 маны 2-2, но она позволяет экипировать любой эквипмент всего за 1 ману в начале сражения на вашем ходу на любое ваше существо. Карта сейчас стоит 44 цента. Абсолютная сила, или как-то так. За 8 маны мы получаем 8-8 существо. Это у нас мифическая карта с интересным набором обилок. Во-первых, этот спел нельзя отменить.
Существо имеет полет, что очень сильно с такими показателями. Также дает вам защиту от каждого оппонента. То есть, если вы играете в командоре 2 на 2, то оба ваших оппонента не могут нанести вам урон, выбрать вас целью заклинания или зачаровать. Стоит эта прелесть $3. Итого за 5 бустеров я выбил почти $36. В целом неплохо, но, к сожалению, я пока что не выбил ни одной карты из 16-й финалки. Впереди нас ждет еще примерно 5 видео с открытием бустеров из этого дисплея. Под конец у меня есть небольшая просьба к зрителям. Недавно мне подарили новый микрофон, и я сейчас играю с настройками звука, так что выразите свое мнение по поводу звука в этом и последующих видео в комментариях. Если вам понравилось видео, вы также можете поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы в дальнейшем отслеживать выход следующих видео.